Приветствую всех, дорогие друзья. Я долго думал во что бы такое поиграть интересненькое. И наткнулся на один из комментариев, где посоветовали поиграть в The Stanley Parable. Не знаю, что за игра, но в свое время вроде как она была на слуху, и многие в нее играли. Посмотрим, как новичку нынче в ней живется, тем более здесь есть какое-то ультра делюкс издание. Долго думал, ставить ли русификатор или нет, в итоге все-таки остался только на русских субтитрах. Будем стараться успевать читать, что будет говорить рассказчик, понимать, о чем он, и, надеюсь, будем хихикать, потому что обещает вроде как забавное. Так что, если у вас есть предложения по играм на прохождение, обязательно пишите об этом в комментариях. Ну а мы перестаем затягивать и начинаем игру. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Так, мы работали в большой компании. 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Сидим и нажимаем кнопки, отлично. A monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Так вот, мы работаем в какой-то компании большой на 427 месте. Нам приходит инструкция, мы нажимаем на кнопочки, но что-то пошло не так. И на кнопочки нам нажать не дали. Я вроде далеко от компьютера. Ничего? Телефон? Тоже ничего. Чувствительность большая, сейчас, секундочку. Отлично. Так поприятнее будет. Так, двери не открываются. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Так, все пропали. И наш главный персонаж подумал, что, возможно, он пропустил какой-то... Угу. Никого из коллег мы найти не смогли. Загрузочка. Если... Выключил компьютер. Получается, да? А включить также могу? Нет. Свет не включается. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Вот и пошли хихи-ха-ха, как говорится. Все ходил, он щупал, но это никак не продвигало нашу историю. Согласен с рассказчиком. Ну, интересно же. Опять выключил. Никак есть ачивка выключить все компьютеры. Это какой-то выход, да, там получается? Так, а переговорная где? Не пукает никуда нас. Тихо. Я вас всех выключу нахуй. Так, ладненько, давайте в переговорную. А то и вправду по сюжету так и не продвинемся. Сказал бы еще кто, где этот переговор находится. Ага. Ну, давайте для начала. А зачем вот мы будем для... Нет, а я хочу вправо, вот не пойду я налево. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it.
Так, нам говорят, что... Блять, открой, я хочу выключить его. Так вот, нам говорят, что переговорная была в другой стране. Возможно, Стэнли захотел чуть... Да, вот сюда. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Так вот, это комната отдыха. Мы, походу, сделаем просто крюк и все равно отправим сюда. Really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Издеваются над нами немного, то что все наши коллеги исчезли загадочным образом, и мы все здесь тусуемся. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Ага. И говорят нам в первую же дверь зайти. А тут что? Что-то интересное. И тут что-то интересное. Я одним глазочком. Do not lie. If you are lying right now, stop. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Стэнли плохо следовал инструкциям. Удивительно, как его еще не уволили. Согласен. Что нам еще скажут делать, а мы сделаем... Там машина горит с огонечками. Значит, не кто-то есть. Нам нужно вниз спуститься срочно. Don't jump. Ребят, не прыгать. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Получилось забавно. Он начал рассказывать, что хватит принимать всякие решения в одиночку. Бля, я вообще хотел вниз на коробке спрыгнуть, но подумал, умру или не умру. Потом решил спрыгнуть сюда, но что-то ниже не получается. Вот, рассказчик говорит, что он нам хочет помочь, и надо просто ему довериться. Но он очень удивился тому, что мы спрыгнули. Все, это выход? Нам нужно явно вниз, там горела машина с огонечками. В ней какой-нибудь водитель был бы. Он бы нам все объяснил. А в белую хочу. Не, я не доверяю тебе, друг мой, на рассказчике. У тебя слишком приятный голос. Ага. Начались приколяски. Ну давай. Посмотрим, кто кого переиграет. Stanley walked through the red door. Не пойду я в красную дверь. All right, fine. Go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. Все, не будешь останавливать? Так что... There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design, and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Так, наругался он на нас, то, что мы его не слушали.
И предлагает нам третий вариант. Поворот направо. А давайте сейчас налево пойдем. Так. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Это новая Would you версия? say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Ага. Новая версия это вот это? Мне офис нравился больше. Поставлю тебе 3. Oh, of course. A 3. Really? Maybe next time we can get you to form an actual opinion, you know? Any level of critical thinking or engagement with your surroundings? Does that sound good? Think we can do that? Yes? Wonderful. Чудесно, чудесно. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Давай посмотрим, какая новая версия. Лидерборд какой-то даже есть. За 2 секунды кто-то прошел. Серьезно? Читеры, ёбаные читеры, блядь. А сейчас где-то в жопе будем мы? Спасибо, спасибо. 9328. Ну, неплохо, неплохо. Так вот. Я еще подумал о том, что голос озвучки снизить на минимум и самостоятельно прочитывать. Would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Нет, конечно. Куда хочу, туда и схожу. I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. Поможешь ее You wouldn't mind taking a протестировать. look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very Хорошо. meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Хорошо, можно тебя громко. Так вот, я, блять, какой громкий ребенок. You heartless bastard. Да-да-да, бессердечный мерзавец, это я. Babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm out. I'm done. It's over. Серьезно? For playing. Your input was extremely valuable. Так просто ты Okay, сдаешься? since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. В чужую. See. What do we have here? Yes. This seems like it'll work. Let's give it a shot. Aha! Fascinating. What do you think this game is about, Stanley? What's our backstory? What is our motivation? Бля, прикольно. Well, it seems obvious to me that you are meant to play as a creepy man. Это их игра following тоже up получается? civilians below you from up high in your creep tower, perhaps for some sort of twisted erotic purpose. Yes, that must be it. What a fascinating venture into the experience of total mental depravity. So far, I love everything about this game, Stanley. And it seems there's even more. Come, let's venture outward and see what else is out there. Я не хочу наружу. Так вот, думал самостоятельно читать все за автора. Но потом подумал, что, блин, там же должна быть интонация правильно подобрана. И все такое. Коляска. Вот, решил оставить. Ага, что там нарисовано? Начерикано-то не видно. Ладненько. Он беснуется, то, что мы не выполняем его просьбы. Аж засунул нас в другую игру. Блин, забыл, как она называется, но, по-моему, она тоже классная. Ладно, пойдем вниз. Поиграем в другую игру. Ну бы и нет. Начинали с офиса, заканчиваем каким-то лесным массивом. И он в какой-то момент нас телепортирует обратно. Или поставит 2 двери.
No, 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 it can't be. Такого не может быть. Что тебе не нравится? Серьезно? It is. It's an open world game. Good God, quickly block it off. Ага. Thank goodness, Stanley. What a close call. You nearly wandered off into that thing. That big, open, just wandering around. No right or wrong directions. No path to follow. You can just go in any... Oh, thank heavens we avoided it. We're out of the woods now, Stanley. Okay, I'm going to get us out of here. Let's find another game. Нет, была хорошая идея. Something with nice, big, insurmountable walls. Сейчас он другую игру нам найдет. Okay. С другими непроходимыми стенами. Ебать, прикольно. Wonderful. See, this is exactly what I had in mind. А что пешочком-то на машинке нет? Box for you to run around in. There isn't any possibility that you could get lost here. Now this is game design. Stanley, if you manage to get lost in this game, I will be phenomenally impressed. Сейчас заблудимся. В чем проблема-то? Okay, so what exactly do we do here? Let's see. There are lots of cars here in the back, but obviously there's no racetrack. Okay, I'm seeing that there's a ball of some kind back here. Is this game sports ball? Stanley, I think it's sports ball. Oh, what fun. We shall run the bases and do a touchdown together. Yes, I think surely we must. Okay, Stanley, here's the ball. Have fun. Мячик нам даже выдали. Я не хочу мячик трогать. Мы, кстати, начали быстрее передвигаться. Hold on. What are you doing? Вот это прикол. Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't help you. How will you write a story without me? You can't do it. You know that. Stanley, come back. Ага. Мы явно попали туда, куда попадать нам не стоило. Так. Куда мы можем пойти? Что пощелкать мы здесь можем? Он сделал нам игру без выбора. Ага. Куда летим? Куда-то еще ниже прилетели. Хорошо или нехорошо? Хотя там был путь, куда можно было пойти, но мы упали еще ниже. Бля, сколько здесь всяких разных всевозможных концовок может быть? Так, я предполагаю, что это наш бывший офис, который пошел по пизде. С а-ля открытым миром, да? Ну вот, тут так-то. Стена. Ладно. Фонарика не выдали. Ничего не выдали. Походим, побродим. Но без рассказчика грустновато, конечно. Там хоть хихикал иногда. Чуть там подбесновался. Ага. Вот это право-лево. О, мы сейчас на свое место вернемся. Компьютеры какие-то другие. 425. 2 комнаты, и мы на месте, как говорится. О, великолепно. Вот мы и пришли на работу. Куда тыкать? Сколько тыкать можно? Ку-ку. Ну все, я же на рабочем месте. Что ты мне расскажешь? 427, все, мне сюда. И выключить ничего нельзя. Сколько можно? А, теперь игра издевается надо мной, да? Даже время не двигается. I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon.
very soon. I can wait. Ты что, ты нас никуда не пустишь? Пока я не остановлюсь? Ох уж эти бесконечные загрузки. А что? Все? Прохождение одно было? Ладно, давайте послушаем его историю. Казалось, что я сквозь стены могу уходить. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Как-то он напряженно это говорит все. Ну хорошо, давай не будем останавливаться нигде. Быстренько побежим. Так. Хорошо, вошел в левую. Давай, мы послушные теперь мальчики. Переговорная. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Говорит, иди наверх в кабинет начальника. Ну пойдемте прогуляемся в кабинет начальника. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Здесь что-нибудь скажет, если мы вниз вот начнем спускаться? По красным говорит, нет, нет, тебе не сюда. Листик какой-то. Ладно, давайте не будем его расстраивать. Поднимемся наверх. Еще выше? Еще выше. Нормально такой кабинет у начальника. Бэсрум. Ничего себе. А что она здесь делает? Хочется теперь туда сходить. Эй, бля, картинки, конечно, да. Кабинет начальника. Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Так, ну вот он нам подсказал с кодом. Мы его якобы случайно ввели, угадали. И открылся какой-то секретный проход. Ну давайте поглядим. Что да как, да куда. Якс. И можем на лифте вниз уехать, да? А можно было нажать наверх, кстати. Может, он и поехал бы наверх. Просто не светилось. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Ага, все, лифт сломался. Никуда мы дальше не поедем. Так вот, задаемся вопросом, почему? Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Escape. Но нам говорят, прошел в комнату управления, так что давайте идем в комнату управления. Так, что дальше? Не расскажешь, что дальше? Самому, видимо, надо нажимать, да? The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Ну давай выясним, что за страшное место скрывает. Так что не так, заговорился. Так, куда дальше нажимать? А, все увидел. Камеры. Now the monitors jumped to life. Their true nature revealed. Сгорел, сгорел. Each bore the number of an employee. Я не успел свой найти. Stanley's co-workers.
The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, 431. monitored in this place where freedom meant nothing. 27 наши, да? Вон. Дай посмотреть. Блять. Не успел. По-моему, вот это вот наша была. Ладненько. Что здесь еще есть? Рассказывай да показывай. Куда еще нажать? Человек наружу. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Он также слепо Ну, а я понял, мы также слепо следуем указаниям, как и до этого он сидел просто щелкал. Его жизнь все же хуже, ну уж нет. Ну, мы точно так же слепо следуем указаниям рассказчика. Controls labeled with emotions, happy or sad or content, walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life, for he would dismantle the controls once and for all. Так, говорит, раз и навсегда собрался их отключить. Ну давай. Factory Power. Такс. Когда мы придем, нажмем кнопку Off. И все на этом закончится. Так, музяка есть, а слов нет. Никакого сомнения. Все хорошо. Победил ли? Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Давайте продолжим под его дудку. Стэнли вышел. Правда, не понял, как здесь стена прошла. Stanley felt the cool breeze on his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Ну, получается, что Стэнли was happy только потому, что он здесь грустит. Никаких указаний ему нет. Потом появляется какой-то рассказчик, он выполняет все его указания, как и всю свою жизнь, и поэтому он счастлив. Да. Что это могло значить? Погнали. Я хочу теперь все-таки спрыгнуть вниз, к грузовичку. Да, в левую. Ох уж эта комната отдыха. Не отвлекай меня. А как, кстати, вот проходить игру? Да. Главное на коробочке сейчас спрыгнуть.
Вон есть коробочки. I'm not your enemy, but in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Ладно. Видимо, урон от падения здесь все-таки есть. What could it mean? Давайте еще. Один трай какой-нибудь сделаем интересный. Так. Давайте здесь через раз будем. Направо. Отлично знал. Да. Будем чередовать. Такое решение. Да, хотел переговорную. В первую же открытую дверь слева. Погнали сюда. Техническое помещение, через дверь напротив. Нет, здесь есть лифт, поехали. И в следующий раз послушаем его. Эти загрузки невнятные. Так, куда нам надо было пройти? Налево. Хорошо. А открылось еще и справа. Нигде больше нет. Хорошо, мы следуем, как он сказал. Ничего страшного. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Что ж с бумагой? Так, ну ладно, давай. Поиздевайся здесь над нами чуть-чуть. Down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Что-то, блядь, сомнительно. Хорошо. Сюда. Где наша следующая развилка? Угу. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. Закрой глаза. We just have to get back to oh, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, Okay, from the top. Такое быстрое прохождение. Ладно, давайте еще один какой-нибудь забег. Да. И наши коллеги пропали. Куда мы можем еще зайти, посмотрим. А налево мы прям ходили. Так, что? No, I restarted. I swear I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Ага. Did something change? Что-то изменилось. Did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay, then. It's an adventure. Давай, приключение. Let's find the story. Маму, да, значит... Да. Хочу сюда. Блять, он не прыгает. Ага, просто куча много открытых. Всех дверей, да, открытые? Ну, блядь, я сейчас найду такую историю. А, ты просто открыл все двери, да, в этом здании? Или это ёбаный лабиринт? Круголяна вернули. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Точно перезапустил? Опять эти загрузочки. Ну давай. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Что-нибудь изменяется вообще, нет? В комнатах. Вроде не меня. Еще раз, да. Okay, yep, it's worse. Согласен. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Обратно. Ага, ты дверь открыл, хорошо. Точно, не появится здесь никакая дверь?
Ну так, поглядеть одним глазочком. Говорит, да, возвращайся, сюжетец где-то сзади остался. Остался где-то сзади. Давай. Обратно на свое рабочее место, серьезно? Aha! I knew we'd miss something. The story. Here Ага. it comes. Хорошо, ну такие я приколы знаю. И идем обратно. Нет? Мало крюка я сделал. По кругу, No, wait, тупик. never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Отлично. Повторюшки. Ей. Это куда это нас Now закинуло? this... Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. Я тоже не думаю, Can't что это quite по recall, but I сюжету. believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off, so good job. Спасибо, спасибо. No, Нет? no, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people В смысле, блядь, не старался? Я Я очень как старался. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time. I have to restart. Он издевается надо мной, блядь, просто. All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Ну давай, Just давай. follow the line. How simple is that? Да, давайте, хорошо, он в какое-то другое место нас ведет. Давайте походим по линии. Раз развилка была. You see, the line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Еще была тут. Wherever we end up, Хотя be our тогда не было destination, никуда пройти. even if there's no story there. Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Вот, можно будет еще Simply здесь by the act of развернуться. moving forward, are we implying a Здесь не дает, journey хорошо. such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Whoa, 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 whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Давай, да. Веселая музычка это то, что нам надо. Бах-бах-бах. Туда-сюда. Ну, кстати, не так уж и много было мест, куда можно было бы свернуть с этой линии. Но уже интересно, куда она приведет. Ага, подожди. Ага. Ага. То есть можно типа сократить, ты пойдешь сюда. Я похоже на коридор, который с другой стороны. Ведь так? С другой же стороны? Ну да. Ладно, давайте как линия идет, так и пойдем. Он же просил нас идти по линии. Я думаю, плюс-минус мы все равно сюда и пришли. Бля, прикольный. Cut the music. Go back Aw. and look at that fern. Это вот тут Wait, опять. what? We're back at the office? No, no, no. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? А, вот, мы опять сюда Oh, вернулись. no, 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 not again. Line, how could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. Рестарт, рестарт, рестарт. Ладненько, давайте-ка оставим небольшую тайну на следующую серию. Надеюсь, вы также заинтригованы, как и я. Безумно интересно узнать еще, какие есть там концовки, которые можно найти не по гайдам. Также пишите свое мнение, стоит ли сделать автора потише и самому все читать, или все-таки в оригинальной озвучке послушаем
и с его интонацией, так сказать. Так что буду ждать ваших комментариев. Ну а на этом всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите в комментариях, какие еще хотели бы увидеть игры на прохождение, ну а самое главное, жмякайте на колокольчик, чтобы их не пропустить. Всем пока-пока.